Здравствуйте, мои дорогие. Здравствуйте. Путешествуем вместе. Я тут сидел, смотрел на речку и подумал, почему бы мне не записать лайфхак. Как же все-таки разводить костер в дождь, когда очень хочется попить чая, кофейку заварить, может еще какую-то пищу приготовить. Только что прошел дождь, все мокрое. Пускай даже представим, что он и идет. Что же мы будем делать? Как-то же нам надо выкручиваться из этой ситуации. После вчера у нас тут осталось вот такое дело. Немного дровишек. Немного дровишек я вчера притащил, потому что, как правило, хорошее место, в частности, на Горном Алтае, вот здесь, где-то возле Тюнгура, заезжая. Если место хорошее возле реки, то нету дров. Вот. А если дрова есть, то туда не заехать. Вот здесь можно, конечно, проехать вброд. Но я что-то не рискую. Думаю, сейчас засяду. Здесь зачем? У нас сегодня самый ленивый способ. Как же отдыхать на природе. Ах, речка какая классная. Для начала я бы предложил набрать воды. Надо вот туда спуститься, не утонуть, не намочиться и набрать воды. Итак, приступим. Короче, первое набираем воду, второе подготовка костра, третье разжигаем костер и четвертое у нас будет в печенье воды в чайнике. Я, кстати, однажды участвовал в этом соревновании. Тоже быстрее закипятит воду в котелке. Но нифига не выиграл. Потому что вот началось. Сейчас главное не упасть в воду. Тоже выиграл. Выиграли те, кто кипятил воду хворостом. Прям набрали очень много этих мелких веточек хворост. Вот. И за счет этого быстро температуру у них, короче, они закипятили. Вот. Также я слышал историю, что некоторые зашаренные на таких соревнованиях кипятят спирт. Почему спирт? Потому что у спирта температура кипения меньше. И, соответственно, таким мошенническим способом кто-то выиграл соревнования по кипячению воды в котелке. Как же сходить за водой и не промочиться? Вот так. Воды набрали, ставим на паузу, позже включимся.